Жизнь прекрасна. Люди, путешествуйте больше. Наслаждайтесь красотой. Мяу, как красиво мявка. Какая Эстония, чего? Мяу. Не, ну конечно, такой мусор тоже здесь имеется в Амстердаме. Завтра поедем в Роттердам. Роттердам. Артур, проснись. Ты все проспал. Просыпайся. А Давай, какой сегодня давай. день? Сегодня ротоподъем день. А. День приключений. А че, проспался? Да, все проспал. Ладно, погнали дальше гулять. Погнали. Последний день в Амстердаме. Ну что, погнали гулять. Погода испортилась. Так сказать, холодновато стало. Утепляемся, одеваем куртки и идем гулять по Амстердаму. Сегодня у нас немножко культурный, так сказать, план. Гулять по музеям. Сейчас пойдем в музей Ван Гога. И дальше еще по некоторым местам. А после Амстердама, возможно, заедем в Роттердам. Но еще не точно. Поэтому let's go. А я еще думал, что там с утра музыка орет, кто-то орет. А это, видимо, амстердамский забег, марафон, либо просто какие-то забеги. Прикольно, прикольненько. Может, еще что-нибудь засниму. А доктор Google сказал, что марафон будет в октябре, поэтому я не знаю, что это забег. Но молодцы ребята. Одобряю. Бегите, бегите. Может, куда-то добежите. Это мои братья. Это до Амстердама мы заехали в одно прикольное место, где здесь огромные и старые мельницы стоят и всякое производство шоколада, сыра и всякое такое, то, что в древности делали якобы по технологии. Прикольно. Ну, погнали, так сказать, в Амстердам. Я очень часто... Вот идем в музей Ван Гога в Амстердаме. Сейчас, надеюсь, насладимся искусством. Знаете, никогда не думал, что, так сказать, взять аудиогиды — это очень прикольная идея. Спасибо Маше за этот опыт, потому что она нас заставила взять. Всем советую. Я вам поставлю там парочку отрывков с аудиозапись. Все-таки я заплатил за это. Скупердейская, так сказать, моя натура. Но, так сказать, всем советую сходить в музей, когда будете в Амстердаме. Всего лишь занимает, так сказать, 30 минут, но быстренько пройдете, все послушайте. Очень прикольно. Так что let's go дальше гулять. Как вам музей? Я плакала. Мне очень понравилось, очень интересно, было много фактов. Хорошо, что мы взяли аудиогид, чтобы было на русском. Да, спасибо, Мария. Я бы без Марии бы не взял бы никогда. И столько много информации бы не узнал. Короче, да, советую музей всем, кто хочет шарит немножко в искусстве и кто видит свои, точнее не свои, а просто цвета чуть-чуть по-другому. А те, кто не шарит в искусстве, не особо советую идти, потому что вы и так останетесь серой массой в этом обществе. Поэтому наслаждайтесь искусством. Всем удачи.
Это же еда. Это же просто еда. А зачем ты фоткаешь это? Я снимаю, а не фото. Yes, yes. Да, вот. Ну что, будем кушать питу? Блин, вообще классно. Вот так вот пита Вообще классно, там, смотри. и картошечка. Там вообще Сейчас классно. будем кушать. А можно это что-то? У меня ровные волосы? Нам приятного аппетита. И всем, кто рядом здесь тоже, приятного аппетита. Вертикально? Ну да, вот так вот. Можешь чуть-чуть сверху? Бэм-бэм. Так, пробуем питу. Не знаю, как ее правильно есть. Сочная. Знаете, один большой минус усов — это вот еда остается на усах. А еще тут осталось, короче, перчик. Потом, если я сюда ем, попробую перчик на видео. Но это не точно. Я не буду. Либо Маша попробует. Будешь пробовать? Если будет 1000 лайков на видосе, тогда. Хотя бы один лайк поставьте. Короче, пробуем. Я не знаю, что за перец. Острый он, не острый. Какой-то кисловатый немножко. Короче, я не знаю, что за... Как будто обычный перец какой-то. А мы переживали. Не, ну 1000 лайков все равно надо. Короче, я не понял, что это острый, не острый перец. Это просто как декоративная фигня. Не. В этом плане остроты никакой нет. Шикарная какая-то. Кушаем, идем гулять. Мам-мам-мам. Очередной раз Мария не дает свою пищу, и у меня сразу же в голове приходит такой вот видос в Инстаграме. Моя жена постоянно говорит мне: ты будешь это доедать или я выкину. То есть, по ее мнению, мои вкусовые предпочтения такие, что чем ближе еда к мусорке, тем я такой: доложи мне прямо на пол. Я уже 8 лет не видел целого блюда. Буду доедать. Я же хронический доедальщик. Желаю мне удачи. Знаете, последний день в Амстердаме. Нас провожает солнышко. Это очень замечательно, потому что есть когда солнышко, хорошее настроение. Еще забили живот, покушав, потому что вкусно. Жизнь прекрасная. Люди, путешествуйте больше. Наслаждайтесь красотой. Не сидите дома, когда у вас отпуск. Обязательно нужно движение. Только вперед. Все будет. Let's go! Технология. Смотрите, как чтобы никто не использовал вашу приватную скамейку, просто поставили велосипед и с каждой стороны прикрутили его замками. Круто, молодцы.
Кот ловит кого-то там. Кися. Если в Амстердаме на карты не смотреть, то можно просто заблудиться. Но удивляет то, что здесь просто нет ни одного одинакового здания. Все они сделаны по-своему, со своим стилем. Да, только у них может быть одинаковый, так сказать, материал. Это красивый кирпич, но все равно дома просто все разные. This is all wrong. I shouldn't be up here. Так, чуть-чуть очередного моего занудства. Знаете, насколько мне бесит люди, которые просто вот стоят, курят около урны и потом кидают свой хапец не в помойку, а просто на улицу, просто на дорогу, на асфальт, на кирпичик. Я не знаю, что это, человек был местный или турист, но просто мне такое отношение просто, отвратительно. Почему ты не можешь докурить свой хапец и кинуть его в помойку, как нормальный человек? Зачем мусорить? Не понимаю, люди, зачем вы это делаете? Просто подумать своей головой. Это то же самое, когда вот едешь по трассе на машине, например, и видишь, как кто-то кидает в окно свой мусор, там, не знаю, топсик, точнее, кружечку от кофе, также хапец. Просто вот нахера? Ты почему не можешь просто это оставить себе в машине и потом при первой же возможности выкинуть это в урну, в помойку? В чем сложность заключается? Пожалуйста, напишите в комментарии. Вы следите за чистотой, так сказать, своего города, или вообще чистотой своей в голове, или нет? Как говорит Маша, ее любимая, так сказать, фраза – это «человек забыл про человечность». Просто люди, иногда думайте, что вы делаете, что вы говорите. Все наперед надо думать перед тем, как что-то сделать и сказать. А еще самая главная мысль всех моих видосов – это больше путешествуйте, особенно те, у кого депрессия, апатия и нету смысла жизни, например, то обязательно съездите в какую-нибудь страну, посмотрите, как другие люди живут, как красиво, так сказать, в других странах, в других городах. Да, конечно, когда ты опять пойдешь на работу, эта депрессия вернется, то за это время, пока путешествуешь, насладишься хоть чуточку своей жизнью, которую ты можешь жить, а не проживать, как ты сейчас делаешь, как и я делаю. Поэтому путешествуй. Намотай себе это на ус и исполняй. Не, ну конечно, такой мусор тоже здесь имеется в Амстердаме. Это, конечно, редкость, но все равно неприятно. Ну, конечно, не так, как в Неаполе. Тот, кто был, тот поймет. Там хозяйка сидит. А еще спасибо тем, кто делает тиктоки на те места, которые можно посетить в городах различных. Вот пришли на локацию, где прикольные дома. Ну, точнее, не дома. Дома не везде прикольные, вот эти именно ставни. Это место мы выбрали из тиктока. Спасибо тем людям, которые записывают тиктоки. А еще здесь пальмы растут.
Обожаю китов. Вы любите животных? Просто посмотрите, что за растение такое интересное. А еще здесь вот такие вот паучища. Просто огромные. Фу, блядь. А еще вот прикольно вот там вот жить, в этих домах на водичке. Я попробую такой опыт когда-нибудь в жизни. Птичка, что там, листики кушаешь? Кушай. Не знаю, что за птичка такая. Очень красивая. Так, ну на этом месте я заканчиваю, так сказать, свой путь в Амстердаме. Потому что у меня осталось 5% на камере, с собой у меня батарейки больше нет. Стою я где-то на корабле, фиг пойми где. Так что, спасибо всем за просмотр. Завтра уже едем дальше. Увидимся. А вот и я наврал. Я вспомнил, что у меня есть пауэрбанк, поэтому я зарядил камеру. Сейчас погуляем по одному месту, где много граффити. То, что я люблю. Вот это переход ебейший. Где день сегодня начинали, около метро, где бегали бегуны, там и заканчиваем. Идем ночевать, кемпинг, и заканчиваем этот день. Завтра поедем в Роттердам. Роттердам. Мяу-мяу-мяуки. Приветик. Мяу-мяу, ты чей? Давай залезай в пакет. Поедем в Эстонию жить. Мяу, как красиво мяука. Какая Эстония, чего? Мяу. Кися, кися. Давай залезай в пакет, погнали. Домой тебя заберу. Ну, в принципе, откуда мы начинали сегодняшний день, тут же и заканчиваем. Сейчас будем уже ужинать, отдыхать. Вечером спланируем, как мы поедем. Будем ли заезжать в Брюссель, в Бельгию, либо нет. Либо поедем опять в Германию. Ха! Германия, сделано в Германии. Короче, всем спасибо за просмотр. Увидимся.